Достар Салем, рад вас всех приветствовать. Мы сегодня начинаем новый формат. Это серия выпусков о дартсменах в городе Алматы в Казахстане. Хотим поближе познакомиться и такой небольшой полезный материал для новичков, кто хочет начать играть в дартс. Сегодня мы находимся в таком замечательном месте, как Гастрит. Здесь можно поиграть в дартс. Чуть позже у нас будет отдельный блок сегодняшней серии, когда мы будем разбирать разные упражнения и лайфхаки от нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Алексей. Алексей, спасибо, что сегодня пришел. Очень рады. Алексей один из самых сильных игроков на сегодняшний день в лиге КОДЛ и АДЛ. Про эти лиги мы расскажем чуть позже. Очень сильный игрок, многие на него равняются. Сегодня мы рады узнать чуточку больше про Алексея, про его дартс-карьеру, а также какие-то дополнительные лайфхаки, которые помогают ему быть на вершине. Алексей, привет! Рад, что ты пришел. Да, Салям Елжан, спасибо, что позвали. Первый гость, почетно. Да. Мы поделили сегодняшнюю серию на несколько блоков. Хотелось бы немного узнать о тебе, рассказать нашим зрителям, слушателям историю того, с чего началась любовь к дартс. Может быть, это какая-то случайная встреча, может быть, кто-то познакомил. Очень интересно узнать, как получилось так, что ты остался в дартс, ну и до сегодняшнего дня. Почему и для чего продолжаешь играть? Да, ну, на самом деле, я как спортсмен со стажем, но вообще не про дартс. То есть с детства занимался плаванием, в университете там стоял на воротах в футболе, да, потом где-то карате там пару лет. Ну, потом окончательно переключился на регби. Ну, то есть вообще как бы виды спорта, ну, не про дартс, если мы не говорим про Гервина Прайса, который бывший регбист, да, а в дартс реально попал вообще случайно. Мне мой одногруппник по университету как-то просто позвонил, сказал: приходи, у нас будут соревнования. Ну как, везде, где только начинается развиваться дартс, народу-то не хватает, и поэтому все, кто в теме, звонят знакомым, привлекают, Массовка. собственно говоря, да. И вот он меня позвал, я пошел, ну, про дартс как, ну, знал, да, вот дротики кидать, мишени, окей. Но у меня так это, знаешь, вот к спорту я очень близок, и я легко во все втягиваюсь, во все игры, правила запоминаю. Ну, пришел на первый турнир, поиграл, ну, вышел там какой-то четвертьфинал, там и слился, конечно. Ну, пару легов забрал у серьезных игроков. Но потом, да, как-то понравилось и интересно. Тут не знаю, вот, за счет чего, то есть стрелковыми видами спорта, как бы это стрелковый вид спорта все-таки, Да. не увлекался, но тут как-то все близко, понятно. Каждый бросок — это поражение цели, и плюс правила такие. Ну, я еще близок к британским видам спорта, это все-таки где-то оттуда вышло. Ну и понеслась, да, соревнования, там хорошее общество, да. И дальше стал участвовать в турнирах, привел еще нескольких человек, которые стали лучше меня и продолжают развивать дартс у себя. Все знают Александра Белова, да, который Привет, программу передаем. сделал. Саня, Да-да-да. привет. То есть, да, фактически я его привел туда. И он, ну, вот на этом дарт существует. То есть это как пирамида, да, можно сказать. Да, такой нишовый вид спорта, который, тем самым за счет того, что он нишовый, людей меньше, но связи крепче, да, Я бы наверно? даже сказал, ну, нишовые, понятно, но это вот такие виды спорта, знаешь, культовые. То есть Мгм. они не очень популярные могут быть, но в рамках своего общества они прям такие. Да, вот так как-то получилось. Ну, реально случайно. Как ты говоришь, залетел случайно. А с того момента сколько, получается, всего времени прошло вот Игры. до текущего? Вот это всегда, я всегда говорю, там 6 лет, 8 лет. Сейчас, честно говоря, не помню. Наверное, уже лет 8, может быть. То есть давно было, что я уже не помню. Окей. Какие, может быть, были такие интересные истории, связанные с дартс? Ну, знаешь, я тебе как это спортивная, одна из этих спортивных историй у нас так, противостояние, скажем так. То есть я сам из России, с Дальнего Востока, близкий мы там к Китаю. И, соответственно, у нас соревнования основные, ну, как бы соперники, да, это были из Хабаровского края. То есть приезжали из Хабаровска, они чуть раньше начали это развивать, у них уже была там приличная федерация, и у них президент Александр Жалимов, ему тоже привет, если будет смотреть. И мы с ним встречались по ходу игр, да. Ну, Мгм. то есть первый раз мы, по-моему, сыграли, он меня выиграл, как бы, ну, я так новичок, да. А потом
я поехал, мимо проезжал, да, мы поехали в Приморье, это Владивосток, сторону Владивостока, Хабаровск, на день остановились в Хабаровске, там был турнир. Не, ну надо поучаствовать, это буквально. Я пришел туда, там огромный турнир, то есть там, когда группы, я потом начинал, по-моему, я не буду врать, либо 1,64, либо 1,32. Ну, О, то есть много. Ну, скорее да. всего, 1,32. Да, я в 1,32 там прошел, дальше прошел, и с Александром Жалевым мы встречаемся в 1,4. Ну, у И меня целый весь, путь пройден да, уже. и весь настрой такой, что да, я не выиграю. У меня там поезд скоро. Не, авторитетов нету, потому что я знаю, что у меня уровень слабенький такой, ну как, относительно, да. Ну и начинаем играть, ему хоп-хоп, что-то он, сначала он вроде выигрывал, потом я где-то перехватил, у него какие-то окончания не пошли, и в итоге я выигрываю, да. 3-2 или что-то он такой обиделся, он потом, говорит, расслабился, это. Ну, то есть такая первая победа. Потом он приезжает к нам в Благовещенск, и опять мы где-то встречаемся, и опять. Ну, то есть вот у нас такая, это, причем у него-то стаж, а у Больше. меня нету, да, и он прилетает, видимо, психологически где-то подсаживается, я его выигрываю. Общий счет у нас, по-моему, и 2-2, либо 2-1 в мою пользу, ну, скорее всего, 2-2 где-то. Но вот, знаешь, такой мастер спорта, кстати. Ага. То есть О, победитель чемпионата или Кубка России в парах он выиграл. И вот так запомнилось, да, что вот налетает на такого, когда не то, что не признающего авторитетов, но еще никого не боящегося, потому что ну, я свои силы знаю, как бы, а когда знаешь, что ну, ты не то, что силен, у тебя нету там за спиной никакой, это ты играешь просто на расслабоне. спокойно. Круто. Ну, вот такой случай, да, с дартсом. И я такой с медалью залетел на поезд, еле успел на дальше Владивосток, ну, медаль выиграл, все круто. Довольно. Ну, в полуфинале там слил откровенно, но финал уже и не входил, скажем так, по времени это Планы. не успевал. Но И самое интересное, что вот это, казалось бы, спортивное соперничество, оно не сколько там с точки зрения спорта, но и сколько дополнительное общение за счет этого появилось. Может, какая-то дружба, да, из этого. Ну, да, у нас, как бы Хабаровск, Благовещенск — это прям посиделки. Ну, я в них особо не участвовал, потому что я там залетел, улетел. Я к ним тоже ездил только так, это вот мимо, специально не приезжаю. Но они Мгм. всегда приезжали в Благовещенск, да, это вот прям ты уже в любом случае всех знаешь, как бы. Да, приятно просто поговорить. То есть это не матч с соперником, с врагом, да, это просто с товарищем, который по цеху, скажем так. Да, И поэтому, да. Ну, это в это дартсе классно, что ты не встречаешься с тем, кого ты должен уничтожить. Это не бокс. Ты не в да-да-да. него кидаешь дротики, Да. вы просто соперники. Есть какой-то определенный период жизни, посвященный дартс, и, как и любой другой вид спорта, дартс что-то дает, что-то отнимает. Вот в твоем случае что это было? Знаешь, я начну с того, что отнимает это дырки в линолеуме. Да, Так, определенно. юмор, да, но когда начинаешь тренироваться, ты еще не думаешь, что они там отскакивают. Ты думаешь, потом ты думаешь, что да, всего пару раз отскочил, а потом, когда начинаешь приглядываться, яна. Да, да, да. Знакомо. То есть это, да, такая ситуация. А так, ну, для меня это в первую очередь, ну, наверное, связи сообщества, да, то есть расширение круга. Любой, на самом деле, вид спорта, особенно социальный, да, я так называю, ну и профессиональный, конечно, естественно, дает тебе сферу, но это все равно больше у нас, я бы сказал, социальный пока что. Мы там за деньги не играем, но он дает тебе общественные связи, тебе дает друзей, тебе расширяет твои контакты, в WhatsApp, Да. условно. И это в первую очередь, да. То есть соревновательный элемент, да. Мне дартс еще нравится за то, что это все-таки не просто поиграл и расслабился, это соревнование, да. Я каждую нашу встречу, да, превращаю в соревнование. Да, Ну, да, потому что да, просто так играть мне неинтересно. да. Допустим, есть люди, которым просто покидать прикольно. Но просто покидать это вот на вечером пиво попить, покидали там, попали, окей. Для меня важно тоже этот соревновательный момент все-таки. Но это мой бзик. Друзья, на нашем канале сейчас и скоро появятся новые ролики, посвященные обучению дартс. В этих роликах мы рассматриваем все основные моменты, через которые проходит новичок и которые для вас могут быть полезны. Также там мы рассматриваем более продвинутые темы, такие как дартс-математика. Это не что-то сложное, основные лайфхаки того, как правильно считать и закрываться в дартс в игре 501. Да, расскажи немного, вот у тебя условно есть 10 лет
стажа, и как ты видишь